Поговорим по поводу вот траектории по жизни. То есть все мы куда-то идем. Да, то есть куда-то. У нас как бы есть некий путь. Ну, можно сказать, что есть для чего-то мы здесь оказались в этой жизни. Для чего? Вопрос неизвестный. Но тем не менее, можно предположить, что есть некие задачи, некие цели стратегические, к которым мы должны прийти. Да? Ну, то есть как бы задача без условий. Почему? Ну, потому что нету условий, и тогда у нас есть право выбора всегда. То есть нам как бы дали, иди куда хочешь, делай, что хочешь, но тем не менее хорошо бы, чтобы ты пришел туда, куда надо. Это вот такой квест у нас как бы вот, попали в такую вот игру. Да, поэтому мы можем сказать, что у нас есть некая траектория, вот, которую мы сейчас нарисуем в виде некой линии, которая бы нам хорошо было бы пройти, как вот некий, попробуем до пальца. То есть некая траектория, ну, предположим, некая линия, да, нам бы хорошо бы по ней идти. Но понятно, что это во времени и в пространстве, тут много разных всяких координат, да, то есть не только 3 координаты у нас пространственных, то есть еще 3 координаты времени, то есть и мы где-то вот в пространстве прокладываем некую траекторию в пространстве и во времени. Соответственно, если у нас есть некий путь, то мы в силу того, что у нас вот есть свобода выбора, можем от этого пути отклоняться. То есть принимаем какие-то решения на каждом шагу и куда-то начинаем двигаться. И не факт, что мы двигаемся туда, куда вот нам нужно, да, то есть потому что нас может двигать туда, куда нам нужно? Ну, чувство пути. То есть оно есть у каждого человека, и хорошо бы, чтобы оно хорошо работало. Тогда мы чувствуем, что нам надо делать, правильность вот этого пути, и мы тогда по этому пути движемся, мы какие-то делаем телодвижения, какие-то действия, и ощущаем вот это вот состояние полета, состояние вдохновения, состояние творчества, что у нас вот по жизни какой-то некий поток несет, и он вынесет нас туда, куда надо. Но, к сожалению, вот далеко не все могут его чувствовать. Из-за чего? Ну, потому что социум, он нам предлагает другую модель поведения. Да? То есть модель, как бы вот надо некие ограничения, вот надо в этих ограничениях существовать, шаг влево, шаг вправо, это как бы расстрел. Соответственно, каждый человек с вот этими вот наложенными ограничениями вынужден, да, делать выбор совсем, может быть, не в пользу себя. Да, то есть ему сказали, что вот сейчас вот здесь вот ты поработаешь, да, как говорил Мао Цзэдун, 5 лет напряженного труда и потом 1000 лет безоблачного счастья. Соответственно, значит, если мы начинаем двигаться вот в каком-то таком направлении, которое нам не очень нужен, мы начинаем уходить от этих вот состояний полета, состояний потока, состояний радости, счастья и так далее. Да? То есть в какой-то момент обнаружим, как-то вот хреново стало все. Да? То есть вот что-то не так. Ну, значит, это и есть мысль правильная, значит, надо подумать, а что же я тут делаю не так, и как мне начать делать так, как надо. Да, соответственно, вот если человек формулирует неправильно цели и задачи, да, то есть и двигается вот упорно в сторону неправильных целей и задач, или вообще не двигается к ним никак, потому что он предполагает, что эти цели и задачи все равно будут сделаны, если у него есть светлица. Да, то есть на самом деле это не так. То есть есть 50%, которые человек сам должен сделать, 50% там может помочь ему светлиться. Но без действий человека ничего не происходит. Соответственно, как нам, как говорится, вернуться домой, да, то есть вернуться к тому пути, который нам предначертан и который нам хорошо бы реализовать. Но этот путь же предначертан не как ведь жесткая система, да, то есть правила. Это как некая предрасположенность к чему-то, да, то есть как бы у тебя есть возможность как-то реализовать себя в этой жизни. Да, то есть, ну, как минимум, у любого человека задача есть в цепочке вот жизни других, которые у него есть, да, то есть как бы до него кто-то жил, после него кто-то живет, в этой вот цепочке он такое звено. И в этом звене минимальная задача – это передать информацию от одного конца к другому, да, то есть как бы без искажений. То есть в прошлом ее накапливали, мне надо ее транслировать для потомков. Но хорошо бы, чтобы это не только эта задача выполнялась, но еще и мы добавить могли чего-то. Да? То есть могли добавить, чтобы наша жизнь прошла не зря. Ну, как вот в том анекдоте, когда спрашивает батюшку: батюшка, а правильно ли я живу? Он говорит: правильно, сын мой, но зря. То есть какие-то правила выполняются,
но человек выступает в роли зрителя, то есть он ничего не привносит в эту жизнь того, что могло бы быть полезно и ему, и другим. И поэтому результат как бы может быть совсем не тот, который человек предполагает. Но если мы хотим какие-то вот положительные изменения, которые бы нас могли нам принести радость и ощущение гордости за содеянное дело, то хорошо бы, чтобы вот это чувство пути у нас оно усиливалось, и мы могли бы им пользоваться с тем, чтобы нас вело туда, куда нам надо. Дело в том, что китаец, как бы, вот он лет 5 назад мы с ним в Праге встречались, а может и 6 уже прошло, у нас был там семинар, и он там вот купил несколько наших изделий, в том числе зеркало Исиды, и, как ни странно, он им регулярно пользовался. Да, то есть, и вот недавно опять мы стали с ним общаться, и он сказал, что вот многие заметили, что он стал моложе выглядеть, чем когда-то раньше выглядел. Но, говорит, я могу это списать только на зеркало Исиды, которым я вот пользуюсь. На самом деле, вот так, чтобы человек 5 лет пользовался каждый день зеркалом Исиды, я думаю, что он только один такой, потому что у нас кто бы мог похвастать, что вот у него есть зеркало Исиды, он им пользуется столько лет и как бы вот изо дня в день. Потому что многие светлицы иногда человек берет, он попользовался немножко, отложил в сторону, они где-то валяются, а потом он говорит, ну что-то они у меня слабовато работают. Одна так у нас в Калининграде женщина, когда позвонила как-то с советом, мы говорим, ну вот у тебя есть зеркало Исиды, ты им пользуешься? Да, говорит, стоит где-то в шкафу. Сама занимается продажами какого-то там супер-пупер белья, которое там коррегирующее и так далее. Мы говорим, ну хорошо, вот ты нас спросила, как мое белье тебе помогает. Сказали бы, да где-то лежит в шкафу. Вот, поэтому здесь вопрос в том, чтобы светлицы хотя бы применять. А вот вопрос еще, как правильно применять, да, светлицы, чтобы можно было получить максимальный эффект. Ну, на самом деле все можно делать и без светлиц. Когда нам говорят, что это ваши светлицы, это костыли, то есть это вот человек сам должен все иметь. Да, конечно, сам человек должен все иметь, он на самом деле все может сам развиваться, сам двигаться туда, куда ему надо. Но вот, к сожалению, слишком много факторов в этой жизни, которые мешают двигаться туда, куда надо. Да? То есть, как бы, чтобы ослабить влияние этих факторов, чтобы человек мог двигаться более по эффективной траектории, ну вот для этого светлицы и нужны. Так вот, вот мы говорим, что есть вот некая траектория, да, как бы, которая у нас вот проложена как некий путь. Да? То есть, и, соответственно, есть еще наши отклонения от этой траектории. Когда нас совсем сильно жизнь зажимает, на этом отклонении мы начинаем разворачиваться, опять двигаться в нужном направлении, приближаясь к этой траектории, потом проскакиваем это, потом опять на жизнь заворачивает, ну и как бы мы вот, как бы вот таким вот уже двигаемся по такой синусоиде. То есть не по какой-то вот прямой траектории, а вот такая синусоида, которая нас потихонечку куда-то выводит. Но сильнее, чем сильнее мы отклоняемся, мы что делаем? Мы тем сильнее разматываем свою нить жизни. Да? То есть у каждого у нас есть некий ресурс, называется время жизни. Если, соответственно, мы ушли куда-то в сторону и потратили это время на что-то, на то, что нам не нужно, то уже это время мы не можем потратить на то, что нам нужно. Да? То есть как бы, мы потратим уже другой кусок времени. И, соответственно, чем дальше мы уходим от вот этой линии эффективной жизни, тем дальше, тем меньше ресурсов у нас остается. Так вот, для того, чтобы эффективно воспользоваться вот этим чувством пути, то есть как бы наладить свою вот эту вот траекторию по жизни, ощутить вот это вот движение туда, куда нам надо, зеркало создавалось как такое устройство. То есть дело в том, что вот в физике есть такое явление, в оптической физике, в лазерной, называется обращение волнового фронта. Да, то есть, ну, ему еще где-то лет только 50, наверное, как его открыли, это явление. Вот. Но оно что нам позволяет? То есть оно нам позволяет восстанавливать картинки. Да, картинки, которые мы можем воспринимать с помощью зеркал. Ну вот у нас, допустим, есть зеркало. Да, вот
Опа, видите, как оно ничего не отражает. Как будто бы тут ничего нет. Вот. Ну вот зеркало, к которому сзади прикреплена вот такая карточка, да, карточка зеркала Исиды. Я могу показать. Ну ладно, не будем открывать. Есть у нас такое устройство, называется карточка светлица зеркала Исиды. То есть эта карточка клеится к зеркалу с задней стороны и меняет структуру стекла зеркала. Дело в том, что эффект обращения волнового фронта, он в чем заключается? В том, что если к зеркалу мы направляем лазерный луч, да, то есть как бы вот лазерный луч идет к зеркалу, а перед зеркалом формируется, перед зеркальной поверхностью формируется оптически активная среда, то тогда лазерный луч туда проходит с искажениями, а обратно выходит уже без искажений. Да? То есть если картинка была неправильная, то она выходит обратно уже и появляется правильное, неискаженное изображение. Ну вот сейчас я картинку выведу на экран, как иллюстрацию. Ну, давайте посмотрим такую вот иллюстрацию, связанную с эффектом обращения волнового фронта. Ну, вот такая картинка. Из Википедии взята. Значит, что мы тут видим? Да? Видим два варианта. Значит, вот есть некая среда искажающая, да, вот в виде бутылки, которая тут находится. И есть вот искаженное изображение. Вот видите, тут такой тигр, но только немножко искаженный. И если есть у нас зеркало, в котором вот есть оптически активная среда, в которой формируется фазообращающее зеркало, да, то тогда картинка идет обратно, даже несмотря на искажающую среду, в которой она находится. Тем не менее, происходит восстановление изображения. Да, то есть, а если бы это было обычное зеркало, обычная зеркальная поверхность, то искажение бы усилилось, да, то есть как бы и уже было двойное искажение, то есть из-за этой же искажающей среды, которая у нас есть. Поэтому зеркало Исиды – это примерно… Зеркало Исиды, здесь что происходит в этом зеркале? В этом зеркале происходит появление оптической активности вот в этом стекле. То есть перед зеркальной поверхностью есть стекло. Да, то есть вот это стекло, которое перед зеркальной поверхностью находится, оно как раз и формирует оптическую активную среду, но только на структурном уровне. То есть вот карточка, которая сзади поверхности приклеивается к зеркалу, она восстанавливает структуру стекла и тем самым позволяет нам создавать условия для того, чтобы лазерный луч, который мы туда отправим, вернулся к нам без искажения. Да? То есть где мы берем лазерный луч? Да? То есть, ну, это наш свет, который идет из глаз. Мы вообще светимся, но мы можем светиться биолазерно. Да? То есть, как бы, используя эффекты лазерного свечения, как бы когерентные пускать лучки, если мы взаимодействуем на уровне эксперт-операторных взаимодействий. Да? То есть мы можем создавать биолазерные системы, и тогда наш свет проходит туда с искажениями. Где он их набрал? Ну, набрал вот то, что он через нас самих проходит. Мы же сами такая же искажающая среда, которая набрала какие-то искажения из внешнего мира. Да, то есть, как бы, и поэтому этот свет несет искажения, которые мы набрали в результате нашей жизни, набрали наши предки в результате какой-то вот своей собственной жизни. И в результате этого у нас появилась вот некая искажающая волновая функция, которая проходит в это зеркало. Дальше этот свет отражается оттуда и уходит обратно через это же стекло. А так как стекло уже сформирована там оптическая активная среда с помощью структур, то тогда мы получаем убирание искажений. Не полностью, конечно, может быть, но частично они уходят. Да? То есть мы получаем в этом вот лазерном луче, который идет обратно из зеркала, некий такой камертонный свет, который является камертоном нас самих. То есть это же наш собственный свет. Да? То есть как бы мы восстановили частичку собственного «я». То есть того света, который у нас внутри. Он же изнутри у нас идет этот свет через глаза. В силу этого у нас есть возможность с этим светом повзаимодействовать. Да? То есть на этот камертончик начать отстраиваться. То есть мы начинаем смотреть себе в глаза, да? То есть видеть вот этот божественный свет, который у нас есть. И начинаем, настраиваясь на этот свет, искать его вот, и вот эту искорку вот этого божественного света в себе разжигать.
усиливать, усиливать, усиливать и запускать этот процесс восстановления. Причем, если мы хотим работать с собственным светом, то мы используем индивидуальное зеркало. Да? То есть, как его сделать? Ну, пойти в стеклорезную мастерскую, заказать кусочек, там 10 на 15, чтобы вырезали кусочек зеркала, без обработки кромок, это стоит совсем недорого. Потом пойти купить рамочку для обычных фотографий 10 на 15 и туда вставить. Но важно, чтобы туда влезло и само зеркало, и карточка, чтобы они могли туда поместиться. Поэтому такую рамочку надо подбирать, потому что есть рамочки, которые кроме фотографии ничего не влазят. Поэтому мы вот это зеркало можем таким образом приготовить. Если нет возможности зеркало это иметь карточку, да, то есть, ну, можно на сайте приобрести файл со структурой, да, распечатать его и наклеить вот также на зеркало и пользоваться. То есть, ну, там с ограниченным сроком, но тем не менее пользоваться можно. Ну и сейчас мы даже вот сейчас мы с этой структурой взаимодействуем, потому что к каналу Zoom у нас эта структура присоединена. Поэтому, если я говорил, что можно взять любое зеркало, не только зеркало Сиды для сегодняшнего занятия, и поэтому можно с ним поработать, потому что мы будем этой структурой активировать это зеркало, с которым мы сейчас будем взаимодействовать. Сергей Димович, а можно вопрос? Да. Получается, что вот зеркало, да, я не поняла, как фотографию вот располагать. Зеркало, фотография, потом карточка или как? Ну, с задней поверхности приклеивается фотография со Лицо. структурой. Лицо. А вот структуру-то куда? На фотографию или после фотографии? Нет. Есть структура, да, то есть как бы фотография со структурой, если вы ее скачали с сайта Инфоинститут. Да. Поэтому там структура, поэтому это сзади зеркало приклеивается на вот эту поверхность, которая формирует зеркальную нам часть. Ну, то есть важно, чтобы мы с зеркальем... Я просто поняла, что еще лично мою фотографию туда Нет, надо туда куда-то. Нет? фотографию не надо, нет. Значит, я все правильно делаю. Все, спасибо. Так, значит... Ну, смотрите, мы, когда говорим про зеркало, то есть понятие зазеркалье, да, то даже Алиса в зазеркалье есть такое произведение, имеет смысл перечитать его и посмотреть, почему же оно там зазеркалье. Да, то есть поэтому мы, когда в зеркало смотрим, мы на самом деле взаимодействуем еще с некой системой вот этого вот зазеркалья, да, то есть как с неким миром. То, что это некий мир, и мы туда заглядываем, это можно легко проверить. Да, то есть взять, например, дальномер лазерный, да, и направить туда вот в зеркало. И вы увидите, что расстояние, которое покажет вам дальномер, оно будет в 2 раза дальше, чем расстояние от вас до зеркала. То есть получается, что есть вот вы, есть зеркало, да, а за зеркалом, получается, еще такое же расстояние существует. Поэтому сколько перед зеркалом воспринимается, столько здесь. Но если за этой поверхностью, а за ней ничего нету, да, то есть только тот мир, который вот у нас вот здесь, это мы воспринимаем как зеркалье. Но чем оно интересно, зазеркалье? А вот интересно тем, что посмотрите на часы через зеркало. Как стрелка будет секундная двигаться? Вы увидите, что стрелки будут двигаться в обратном направлении. То есть что делает еще? Да? То есть зеркало еще делает обращение во времени. Да? То есть вот это вот обращение во времени используется при в этом эффекте обращения волнового фронта. То есть мы как бы события запускаем наоборот. Начинаем. Поэтому вот эффекты, связанные с омоложением, они тут вот неким образом присутствуют. Но зазеркалье, оно может обладать какими-то другими качествами, нежели наша реальность. Да? То есть, но нам важно не все качества использовать, какие там есть, да? То есть, а вот это качество обращения времени с тем, чтобы мы могли на нужную характеристику обращать и с ней взаимодействовать. То есть, как это делается? Да? То есть, как бы, опять же, мы говорим через взаимодействие с собой, то есть со своим собственным светом. То есть он есть у каждого. То есть нет ни одного человека, который бы не светился. Даже вот мерили покойников, которые
ушли. Так вот, только на 9-й день свечение исчезает полностью, да, то есть оно как бы послабее становится, но все равно есть, оно существует. Этот Коротков, профессор, такие проводил исследования и обнаружил вот такое вот явление. Значит, что-то есть внутри нас, что вот выходит в виде света, да, то есть и к нам же потом мы можем это обратно использовать. Что от нас выходит, да, то есть как бы некая вот наша жизненная сила, преобразованная вот в этот свет. Но говорят, что Бог это тоже свет, да, то есть и мы по образу и подобию созданы, значит, у нас есть возможность быть вот этими вот самыми творцами. То есть если мы можем себе вот эту божественную искру, ну, как бы вот разжигать и ее вот использовать для нашей жизни. Поэтому, значит, какие у нас есть моменты, связанные с доказательной базой. У нас вот сегодня мучил нас Александр из Калининграда. Мол, нужны доказательства ему самому. Хотя он как бы у нас замечательные отзывы нам все время давал, что у него все хорошо, но тут вдруг что-то накатило, видать, вот, я говорю, вот эта неопределенность цели, которая у него, я так чувствую, явно присутствует, он сам не знает, что он хочет, и в силу этого у него все идет только хуже и хуже. Но это как раз следствие того, что нету сформулированного задачи. Если задача не сформулирована, ну, понятно, что куда тебя вынесет. Ну, ты сам не знаешь, то ли тебя вынесет туда, куда тебе надо, то ли на рифы куда-то вынесет, то ли еще что-то. Вот. А до тех пор, пока он сам не сформулирует, за него этого никто не сделает. Поэтому важно правильно формулировать задачи. Но часто бывает, задачу невозможно сформулировать, потому что она слишком далека. Поэтому мы как бы можем шагами двигаться. Вот у нас есть, появилась осмысленная как бы некая задача, что вот хочу чего-то там, да, то есть как бы Марью Ивановну хочу, ну, как бы там, помните, Мимино так было. Вот. Ну, тогда что, пошел, позвонил, как бы там, поговорили там с этой Марьей Ивановной. Вот. Или хочу харчо, то есть, ну, пошел тогда куда-то там, где-то есть харчо, или сварил, то есть нужны действия. То есть, если действий нет, ну, соответственно, человек зависает. Не значит, что вот это действие обязательно тебя приведет к какой-то вот глобальной цели, и ты обязательно, вот если ты это действие сделал, то ты точно уже сейчас от тебя сразу все откроется, рок изобилия посыпется. На самом деле немножко не так. Почему? Ну, потому что пока, когда ты сделал шаг, у тебя появилось понимание, ты сделал шаг не в том направлении, да, то есть у тебя в результате этого появилось понимание. Если шага нету, действия нету, то, соответственно, мы не знаем, куда же нам двигаться дальше. То есть у нас нету корректировщика, то есть мы не можем скорректировать свое движение. Да? То есть поэтому задача заключается не в том, чтобы обязательно четкую цель сформулировать на все века, и вот я теперь ее буду исследовать, а в том, чтобы хотя бы локальную цель сделать, да? То есть вот что мне надо в данный момент. Да? То есть, и начинаем к этой цели двигаться. Под это дело будут подтягиваться ресурсы нужные, под это дело будет разворачиваться какие-то события. И в какой-то момент мы можем скорректировать свою цель, потому что мы как бы дошли до обошли некое препятствие и увидели, что за ним есть другая цель. И теперь мы можем к ней двигаться. Пока мы не сдвинулись в сторону, мы до тех пор цели можем это и не увидеть. Но иногда бывает, что бездействие это тоже хорошо. Почему? Ну, потому что рано действовать. Да? То есть как бы надо сначала дождаться определенного момента. Дождаться, когда созреет ситуация. Но опять же, это возможно только тогда, когда чувство пути у нас будет работать. Если оно нас подсказывает, что надо сидеть и ждать, ну, значит, надо сидеть и ждать. Но ему же надо научиться доверять. А как мы можем научиться доверять своему чувству пути, если мы не будем пробовать? Да? То есть появилось некое ощущение, что надо что-то сделать, пошел, сделал. Да? То есть и опять о желаниях. То есть желание же желанием рознь. Мы некоторые желания иногда формулируем из-за чего? Из-за того, что нам надо того, чего у нас нет. Вот нету сейчас этого, вот это надо. А вот то, что есть, как использовать тот ресурс, который уже существует, да, то есть оптимально, с тем, чтобы не рваться куда-то вот там за какое-то вдаль, где что-то там у кого-то есть, а в том, что как использовать эффективно вот все, что дано нам,
Вот это вот на самом деле такое искусство. Но на самом деле это хорошая задача. Вот есть и технологии, которые помогают их решать, и мы к этим технологиям будем потихоньку заниматься. Функциональный анализ делать, там, допустим, системный анализ, системный подход, ресурсный подход, как бы мы к этому будем приходить постепенно, расширять спектр наших взаимодействий с тем, чтобы получалось некое понимание, что надо сделать в результате того, что вот появилась какая-то задача. Что можем мы сейчас с вами попытаться сделать? Ну, попробуем зеркалом поработать, да, то есть, соответственно, что нам все-таки в качестве доказательной базы можно использовать? Почему мы решили, что у нас получилось? Да, то есть мы его создавали, это зеркало, для того, чтобы решать задачи стратегического плана. То есть что значит стратегические задачи? Стратегическая задача – это задача, которая выходит за пределы далеко жизни человека. Да, то есть есть задачи оперативные. Да, вот сейчас захотелось мне покушать, я пошел, открыл дверцу холодильника и взял вот кусочек там еды и съел ее. Но это для меня задача оперативная, да, то есть как бы, а для некоторых людей это может быть задача тактическая, да, то есть потому что ему, чтобы вот этот кусочек еды найти, ему надо долго побегать где-то там по каким-то джунглям, там поймать какую-нибудь зверюшку, а потом ее как-то вот суметь приготовить и сразу же все съесть, потому что холодильника нет, потому что оставить на завтра уже ничего нельзя. Если ты сам не съел, то придут какие-то другие звери и тоже это съедят. Соответственно, благодарить за тот ресурс, который уже есть, это очень такое хорошее правило. Вот, не страдать из-за того, чего у меня нет, да, то есть, а попробовать разобраться, что же у нас такое хорошее есть, что мы вот можем в нашей жизни применять и радоваться от того, что мы это имеем. И от этого исходить из того, как нам двигаться дальше. Так вот, тактическая цель – это когда нам надо что-то предпринять на большем промежутке времени. Да, то есть, когда нам надо, допустим, какой-то проект сделать, и вот его начать реализовывать. То есть, придумать, спланировать, посмотреть, как это все будет сделано, и мы тогда начинаем реализацию этого проекта. Это вот уже тактическая задача. Да, вот карточки блага у нас как раз направлены на решение тактических задач. Но могут быть еще и стратегические задачи. Потому что если они не ставить этих стратегических задач, то есть, а вообще, для чего я тут нахожусь? Вот чего ради я в эту жизнь пришел? Ну, чтобы, как говорят, там, денег побольше заработать. Так с собой я их не заберу после того, как меня не станет, да, то есть, если я хочу тут размножиться, как бы много у меня копий оставить, но это тоже другая задача, и больше ничего, как кролик. Значит, вероятно, и могут быть еще какие-то задачи, которые вот надо порешать. И чем дальше люди, тем раньше начинают понимать, что, оказывается, да, задачи такие существуют. И к ним как-то не приходят, потому что вот эту вот ресурсную составляющую они быстро выполнили, там, да, то есть там, годам к 40, а дальше чего? То дальше вдруг становится непонятно, ради чего, собственно говоря, жить дальше. Это вот есть такой журналист по фамилии Яковлев. И он, кстати, такой вот ведет, там, Яковлев по понедельникам передачу, найдите его там в Ютубе, посмотрите. Он как раз на эту тему много чего говорит. Ну вот, поняли, что что-то надо еще делать. А что? Куда душа лежит? Да, то есть, как настроиться на свою собственную душу? Душа-то знает, что нам надо, да, то есть, тогда мы должны активировать именно вот эту свою душу. Значит, вот душа у нас является носителем нашего чувства пути. Поэтому надо, говорят, делать все от души. Там в душ пойти, например, там, да, или душевно поговорить, или еще что-нибудь. Ну, то есть, вот что-нибудь связанное с душой, чтобы ей стало от этого хорошо. Обратить внимание на нее хотя бы. Так вот, когда мы смотрим в зеркало, да, то есть мы на самом деле обращаемся к своей душе. Глаза – зеркало души, говорят. Да, то есть поэтому, когда мы начинаем смотреть себе в глаза, мы начинаем взаимодействовать со своей собственной душой. И вот надо увидеть вот этот вот божественный свет, который у нас в глазах есть, на него настроиться и ощутить вот эту любовь к самому себе,
как части божественного «Я». Это как бы первая задача. Не пытаться разглядывать в этом зеркале свое лицо и находить там кучу морщин или еще чего-то, расстраиваться от того, что где-то вот мама с папой неправильно мне какой-то фейс организовали или еще что-то такое там. То есть, а главное вот эта вот задача, да, то есть когда мы смотрим в зеркало Исиды, найти, ощутить самого себя, вот эту вот как бы частичку божественного «Я» и ее начать усиливать и активировать. Да? То есть ощутить, вот говорят, любовь надо ощутить к себе в первую очередь. Если мы не можем себя любить, то как мы можем любить кого-то другого? Поэтому вот это вот основная задача, которую надо решать, смотревшись в зеркало Исиды. То есть, ну, можно решать другую задачу. Можно, например, взять зеркало, эту карточку зеркала Исиды повесить на общее зеркало, на которое смотрятся все члены семьи. Для чего? А для того, чтобы согласование сделать, да, уже светов всех, да, внутрисемейных, не только самого себя там со своими предками, с потомками, а тогда это уже на уровне вот общесемейных каких-то связей. И это тоже, в общем-то, другая стратегия немного, которую можно использовать для этого. То есть два варианта, да, то есть зеркало индивидуальное и зеркало общее. И там мы можем применять карточку зеркала Исиды. Если она личная, то желательно никого туда не давать смотреться в это зеркало. Не из-за того, что что-то страшное произойдет. Нет, ничего не произойдет. То есть просто вы, когда посмотрелись, настроились на зеркало и потом перестали смотреть в это зеркало, этот процесс не остановился. Он процесс еще продолжает идти. Если начинает кто-то другой смотреть, что происходит? Он перенастраивает этот процесс на себя. И он тогда начинает взаимодействовать с этим зеркалом, запуская свое восстановление чувств пути, а ваш тогда процесс ждет, да, то есть как бы в ждущем режиме. Естественно, потом мы взяли, продолжили, то есть поэтому с зеркалом вот можно вот таким образом взаимодействовать, чередуя, да, а можно как бы все время только индивидуально. Через зеркало можно настраиваться на других людей. Почему? Ну, потому что мы можем использовать качество зеркала, его стратегические характеристики световые на больших промежутках времени. Мы можем использовать его как настройщик на других людей, у которых тоже есть такие сверхзадачи, да, то есть которых тоже, возможно, как-то с нами связаны, имеют общую структуру, и с этой общей структурой мы начинаем взаимодействовать, глядя на себя в зеркало Исиды. Так вот, по поводу, опять же, возвращаясь к доказательной базе, у нас в городе Краснодаре профессор Савина такая есть, она работала тогда, работала в медицинском институте, и еще она имела кабинет в областной больнице там, и взаимодействовала с больными. И вот она решила проверить, как работает зеркало Исиды. То есть мы с ней наделали этих зеркал, где-то штук 20, и обычных зеркал. Ну, то есть, и взяли две группы женщин, которые у нас пользовались этим зеркалом, смотрелись периодически в это зеркало Исиды и вот в обычные зеркала. Ну вот, и контрольная группа у нас вот, почему мы исследовали с помощью этой женщины, профессора Савиной. Дело в том, что у нее разработана была биотестовая система для оценки биологического возраста человека. То есть она специально ее разработала. То есть она обнаружила такой интересный эффект, что если взять смесь аминокислот и ДНК, ну, там, допустим, различных рыб, да, и эту смесь нанести на предметное стеклышко, а потом высушить, ну, приложить, допустим, на область пальца человеку, на руку, полежать, дать там буквально минуту, потом высыхает это стеклышко, да, то есть, а потом это стеклышко с этой вот полоской этой смеси его начинают разглядывать в поляризационном микроскопе. То есть и смотрят, какие там получаются оттенки. И оказалось, что на этом стекле вот эта полосочка из аминокислоты ДНК, она неоднородная получается. Она состоящая как бы из таких кристалликов. Да, разноцветные кристаллики появляются. Потому что разные аминокислоты, разные ДНК, они образуют такие вот кристаллы, и по цвету этого кристалла можно даже определить, что это за аминокислота, что это за часть ДНК там, и так далее. Так вот, она обнаружила, что
чем старше человек, тем крупнее кристаллики получаются вот в процессе такого высыхания этой пленочки из этой смеси. И она тогда взяла и сделала, попыталась статистику собрать. Да, то есть людей молодых исследовала, более старых там, и так далее. То есть, как бы, и обнаружила, что да, можно условно всех вот разделить по размерам этих кристалликов. Я такую сделала шкалу, на которой можно было вот видеть реальный возраст, да, то есть биологический возраст не по паспорту, а вот насколько человек на самом деле, его тело может быть соответствует, да, этому возрасту, который реально существует. Ну вот мы стали по этой вот как раз по этому методу оценивать, как работает это зеркало. Да, то есть и оказалось, что вот эта группа, которая смотрела в зеркало Исиды, и, ну, там были в основном у нас женщины уже в возрасте, и средний возраст этой группы был где-то 50,6 года. Да, то есть, как бы, ну, там в зависимости, кто-то старше, кто-то младше. И примерно такую же оценку мы получили с помощью ее вот этого метода. Ну, там плюс-минус какая-то погрешность этого метода, которая... Так вот, оказалось, что через 2 месяца этого эксперимента, ну, сначала мы говорили, что надо смотреться 3 раза в день по 15 минут в это зеркало. Вот. А потом она в процессе этого говорит, не, можно реже, можно хотя бы там 10 минут, хотя бы 1 раз в день. Ну, допустим, там перед сном. И все равно уже как бы видно, что процесс идет. Мне казалось, что на момент окончания эксперимента, вот где-то через 2 месяца, ну, чуть меньше там он шел, средний возраст этой группы оказался 36 лет. Ну, в среднем, да, то есть, что, в общем-то, женщин немножко повергло в изумление, потому что, там в основном, говорю, женщины приняли участие, потому что мужиков мы не смогли сподвигнуть на такой вот подвиг, таращиться в зеркало на самих себя. И они говорят, ну, да, нам, говорят, сейчас стали говорить комплименты, мы стали там лучше выглядеть, все, но как-то вот я же вижу, что я не так-то, там, что в 1,5 раза стала моложе выглядеть. То есть, да, вот там морщинки-то какие-то остались, и нельзя сказать, чтобы вот прямо-таки все стало замечательно. Вот тут мы стали тогда разбираться, что же за эффект тут проявился. То есть это реальный возраст уменьшился, или это что-то мы обнаружили, что-то другое. И что оказалось, что этот метод, по которому мы делали оценку, это не метод, который реальный возраст меряет в годах. Да, то есть как бы вопрос шкалы, то есть в чем оттарирована шкала, которую она сделала. Оказалось, что эта шкала в относительных единицах, то есть не в абсолютных годах. Да, мы же возраст в годах меряем, да, сколько лет прошло, мои года, мое богатство. Вот сколько у нас богатства этого. Вот. А если брать и поделить, например, возраст, сколько ты прожил, ко всей твоей жизни, которую ты можешь прожить. Вот есть же, мы родились, и когда-то вот нас не станет. Вот у нас есть некий ресурс временной, который нам отведен. Да, то есть, как говорят, отпущенное время. Это отпущенное время мы тратим. Да, то есть, как бы вот, двигаясь вот по этой траектории, отклоняясь от линии жизни, разматывая ее, вот эту свою нить жизни, в конечном итоге приходим до какой-то точки. Да? Вот мы по этой траектории, по которой нам надо было пробежать, дошли до какой-то точки. А если бы мы более оптимально двигались, да, это вот у нас был бы не такой разброс вот как бы вот этой траектории, а поменьше, вот такой. Да? Мы тоже бы отклонялись, но не так далеко от этой линии. Соответственно, мы могли бы пройти дальше. Значит, соответственно, у нас был бы ресурс временной больше. Да? То есть как бы мы могли бы прожить как бы вот эту более полную насыщенную жизнь. Соответственно, когда мы берем вот эти 2 числа, сколько лет мы прожили к общему, да, то есть вот этот знаменатель, он становится больше. Если мы делим число меньше, вернее, такое же число, но на большее число, мы получаем дробь более маленькую. Соответственно, вот этот эффект мы увидели, что уменьшается относительный возраст. Относительный возраст относительно вот нашего общего направления. Но вот у нас вот этот вот наш друг,
из Китая, он, оказывается, обнаружил, что, тем не менее, если долго пользоваться этим зеркалом, все равно процесс омоложения, он начинает быть виден. Да, виден по изменению вот качества лица, твоей кожи. Он говорит, его мама, она не верила сначала и не пользовалась этим зеркалом. Вот. Но когда она увидела, что у сына вот такие есть успехи в его лице, она нашла поддержку для себя и теперь тоже смотрится в это зеркало. Даже когда мы тут с ним встречались недавно, я смотрю, мама сидит с зеркалом там на заднем фоне и разглядывает себя в это зеркало. И если мы говорим, что есть возможность вот, использовать, уменьшить биологический возраст, да, то есть как бы вот по этому эксперименту, то что же мы получаем в конечном итоге? Да? То есть мы получаем, что мы можем дольше прожить. Да? То есть почему мы можем дольше прожить? Ну, потому что более эффективно начинаем использовать свой вот этот внутренний временной ресурс. То есть то время жизни, которое нам отпущено, мы начинаем его применять более эффективно. Если мы более эффективно его используем, значит, у нас есть шанс всего-то в этой жизни больше успеть добиться того, чего нам реально в этой жизни не хватает. Значит, если вдвоем смотреться в зеркало Исида, я говорю, вдвоем, если вы пользуетесь как бы вот то один, то другой, то вы фактически согласуете два времени жизни. Здесь обратите внимание, что у нас есть как бы две линии. То есть с точки зрения теории физических структур у нас есть биологическая линия, да, то есть вот по телу. У нас есть тело, и вот оно как структура отображается. Сначала это было тело у нас мамы, папы, там, бабушки, дедушки, прабабушки и так далее. Да? То есть их тела обеспечили нам вот это вот перенос генетического материала вот в наше тело. И вот оно у нас сформировалось. В конечном итоге мама с папой нам дали вот эту жизнь, которой мы пользуемся. Но есть еще, говорят, другая линия, да, то есть линия души или линия реинкарнации. То есть, что это за линия реинкарнации? Ну, в буддизме было, это, то есть известно, что есть, это не наше единственное воплощение, мы когда-то уже воплощались, только этого не помним. Еще будем воплощаться у нас в этой жизни не раз. Вот, поэтому что получается? У нас есть одна временная линия, да, то есть как бы вот, по которой мы идем, наши предки, наши потомки, и мы здесь, да, то есть как бы это одна линия. И есть другая линия, да, то есть как бы перекресток такой, линия души. Одна реинкарнация, которой мы были, реинкарнация, которая сейчас вот у нас здесь, и реинкарнация та, которая у нас будет в будущем. Да, то есть как бы получается, что мы являемся такой узелочком вот в такой сети. Да, как бы вот мы вот этот эффект можем попробовать сейчас обыграть. То есть у нас зеркало – это такой системный интегратор времени. То есть он позволяет на больших промежутках времени интегрировать различные временные, убирать искажения, которые были накоплены не только нами, но и нашими предками, нашими прошлыми реинкарнациями. Как бы тем самым мы фактически уменьшаем влияние кармы на самих себя. Что такое карма? Накопленная ошибка, да? То есть как исправить эту ошибку? Ну, надо что-то сделать, и ошибка исправится. А что делать, если не знаешь, да? Значит, что-то должно внутри начать вести, то есть наше поведение, да, должно определяться неким светом, некой там путеводной звездой, которая нас ведет по этой жизни, и чтобы мы сами стали для себя собственной путеводной звездой и шли туда, куда нам надо, чтобы путь проходил через нас, чтобы не мы шли по пути, да, то есть где бы мы ни находились, путь всегда с нами. Но тогда зеркало Исиды помогает нам вот эту задачу потихонечку на нее настраиваться и к ней переходить, чтобы можно было всегда сказать: хорошо там, где мы есть, а не там, где нас нет. Начнем что-нибудь делать. Возьмем зеркала. Давайте попробуем потаращиться в эти зеркала. Значит, те, у кого нету карточки, да, то есть как бы он держит это зеркало перед экраном, и, соответственно, это зеркало у него взаимодействует со структурой этого зеркала, и оно модифицируется. Но не так сильно, как если бы у него карточка была, но тем не менее какие-то эффекты мы здесь можем ловить. Желательно, чтобы в зеркало Исиды, если вы будете его сами делать, да, то есть вы брали бы зеркало с толщиной
не менее 4 миллиметров стекла. Потому что много продается всяких разных зеркал, с тоненьких таких 2-миллиметровых, там миллиметровых, а то и пластиковых. То есть, к сожалению, эффективность таких зеркал невелика. Почему? Потому что нам надо время пребывания, чтобы время пребывания света, оно вот в этом зеркале было побольше. Естественно, чем толще стекло, тем эффективнее работает вот эта оптическая активная среда, тем лучше восстанавливает она нам вот этот вот свет. Поэтому мы сейчас, что сейчас будем делать? Ну, мы попробуем сейчас настроиться на самих себя. То есть смотреть будем себе в глаза. Вот это вот как раз базовая такая настройка. То есть попробовать ощутить себя при взаимодействии со структурой и смотреть, что же мы видим. Да? То есть, но здесь мы не пытаемся лицо видеть, да? Мы как бы сквозь себя смотрим. Да? То есть мы как бы вот просвечиваем этим светом. Да? То есть если ловим вот этот же свет правильно. Не расглядываем с себя там мелкие детали, не находим в себе какие-то недостатки, а наоборот ищем достоинства, ищем вот этот вот свет, этот лучик, который вот к вам же в собственное возвращается. Самое интересное, что вы пытаетесь настроиться на свою собственную родственную душу. Это же ваша душа. Вот как ее уловить, вот эту душу, да? То есть ощутить ее. Достаточно важно и очень нужный момент. Потому что мы когда... Как нам душевность-то проявить? Да? То есть как нам проявить чувственность, чтобы мы могли почувствовать? Ну, только настраиваясь, в первую очередь, на самого себя. Если мы не можем на себя настроиться, к сожалению, других мы уже почувствовать не можем. Вернее, можем, но сложнее нам это сделать. Да? То есть мы здесь почему-то развиваем чувствительность. Свое чувствилище, нашу душу, делаем более эффективной. Ну, поэтому давайте смотреть. Значит, давайте мы, наверное, включим музыку, попробуем и поглядим, что нам музыка принесет. Вы уже начинайте смотреть, уже настраивайтесь, не ждите, пока музыка заиграет. Музыка, она в душе, и поэтому каждая душа может настроиться на свою собственную музыку и ее воспринять. Поэтому мы сейчас смотрим на самого себя в настоящем и смотрим, какие же мы настоящие, какие мы замечательные, как здорово, что мы есть, что мы можем есть, пить, спать. И даже иногда можем ощутить вот это единство с миром и с самими собой. Поэтому мы настраиваемся на собственный свет, как на мелодию. Мелодию души. Вот эту мелодию души мы пытаемся ощутить, как у нас поет душа. Она где-то поет там тихонечко-тихонечко. Это такое легкое дуновение, как вот такой звук, которого не слышно, но он внутри звучит. Да, то есть и вот его важно выделить этот вот такой свет и звук одновременно, настроиться на него и понять, как этот звук, он начинает везде в теле отражаться. То есть и тело начинает звучать под этот звук. Вы начинаете ощущать вот это звучание каждой клеточки, каждого органа. Да? То есть где ваша душа, она настраивает вам ваше тело как камертоном. Да? То есть, а ведь этот свет, к вам возвращается вот этот свет, обращенный к вам, ваш собственный. Вы смотрите на самого близкого человека, ведь ближе, чем вы, к вам никого нет. И этот свет внутри вас и звук вашего света, они начинают отстраивать, начинают проникать в ваши органы, в ваши клетки. Откуда он идет, этот свет и звук? Он идет из мира структур, от того высшего «я», который находится там. Потому что именно оно сюда спроецировано, ваше тело, ваша высшая душа. Это другой уровень взаимодействия. И на этом уровне есть другие души.
души тех, кто находится здесь же, рядом. И не совсем рядом. Может быть, где-то за стенкой. Вот видите, у нас тут много разных прямоугольничков. Вот и каждый прямоугольничек отделен от другой вот некой стеночкой. Можно послушать, а как звучит душа за стенкой. Как звучит душа слева от вас. Как звучит душа справа от вас. Если вы видите двухмерную картинку, то снизу, как у них, как там звучит душа. Как откликается. Если вы туда делаете, посылаете туда свет свой глаз, какой отклик вам приходит? Ведь это тоже может быть часть вас. Ведь все мы являемся проекцией какой-то общей души, глобальной, которая отображена вот в наших отношениях. Пытаемся настроиться на попробовать ощутить не только одного человека, а сразу двоих. Да? То есть как вот такое трио. Вот ваша душа, вот душа слева, вот душа справа. И вы пытаетесь с этими душами, да, услышать, что вы как бы в унисон такой, как бы создается некий общий звук, общий свет, как согласующая такая среда. Вы начинаете их соединять, подстраивать, да, то есть усиливать. Например, усилили свой, потом ослабили, да, потом тот услышали, который слева от вас, усилили его, ослабили, да, который справа, усилили его, ослабили, да, то есть как бы все вместе как бы начинаете усиливать, как громкость такую увеличиваете, потом ослабили вместе, да, вот вы уже синхронизировались, и вы уже втроем начинаете звучать как единый такой ансамбль. Трио. Трио. Вот недавно Троица была такой праздник. Трое нас, трое вас, Господи, помилуй нас. Вот это Троица, это что? Опять же, да, то есть это название, которое религиозное. А в науке может быть другое описание. Вот, например, академик Раушенбах, он, когда озадачился, можно ли математическое найти описание того, что есть в Троице. Соответственно, чтобы было. Вот один объект, и он же три объекта одновременно. Как это может быть? И он говорит, есть такой объект. Это вектор в трехмерном пространстве. Поэтому вектор и три его проекции. Он единый, и в то же время каждый сам по себе этот вектор можно рассматривать. Вот уже у вас здесь тоже есть Троица. Почему? Потому что еще явление в физике есть. Это свет, который тоже попадает под это же описание Троицы. Да? Свет, который отразился, да, то есть вот пришел свет, он как единый объект. И он дальше разделяется на три части. Одна часть отразилась, другая преломилась и прошла насквозь, а третья внутри осталась как рассеянная. Да, то есть часть рассеянная накопилась. И Святой Дух. Вот Отец был, Сын был Святой Дух. И здесь мы можем вот опять же некое троединство рассматривать, когда у нас есть три единых источника света и звука одновременно. Да? То есть мы с ними вот смотрим на себя и одновременно на экране находим других людей, с которыми мы тоже начинаем взаимодействовать. Попробуем с другими, да, выделить других троих людей. Давайте попробуем. Вот возьмем и, вернее, двоих, да, вот были слева-справа, теперь как бы там через одного посмотрим. Попробуйте на него настроиться, на этого человека.
и ощутить свет, который из его глаз идет. И ощутить, а что общего между вами, да? То есть в чем вот этот вот свет? Ведь есть же что-то такое, что есть и в вас, и в этом человеке. Что вас объединяет? Как вы можете настроить себя на вот этот общий свет? А вот у другого человека, который переведем туда, говорят, в другое окошечко. Там тоже есть человек, даже если его не видно, даже если это темное окошечко. За этим окошечком тоже есть человек. И у него есть тоже свет. Он все равно идет к вам, хотя окошко закрыто. И вы можете на этого человека настроиться. И тоже ощутить вот это общее, что вас объединяет. Вот эта божественная частичка. Ощутили, да, то есть как бы. А теперь сравним с другим человеком, да, вот вы ощутили это, и перед этим вы смотрели на кого-то, да, то есть что общего у вас, у всех троих? Попытались объединить, как бы. Это мы фантазируем, то есть это не обязательно какое-то яркое должно быть ощущение, мы просто играем как бы со светами, да, то есть и пытаемся как бы, вот мы входим со своим светом кому-то в чье-то окошечко, одновременно видим свои глаза в зеркале, и одновременно к нам свет идет вот из этих наших окошечек. Я решил сейчас без музыки, как бы, вот мы такая у нас погружение. Погружение в разноцветие. Разные цвета, которые есть, с которыми мы вот сейчас можем повзаимодействовать. У нас тут не все помещаются в экране, у нас тут только 25 человек помещается в экране, поэтому можно там сместить экран, посмотреть, кто у нас там за экраном, с ним повзаимодействовать. Да, потом расширяем как бы дальше, вот, кого мы еще можем вовлечь как бы вот в это описание, кого мы выделяем вот в этом спектре, вот попробуем ощутить, кто из нас вот как бы более близок, а кто дальше, да? И опять же попытаемся всех вот свести в один общий оркестр такой. Вот у нас есть такой сейчас симфонический оркестр цветов, цветов души, душевных отношений, где наша душа может ощутить себя как не отдельный объект, выделенный, да, как бы, а вот соединенный, да, вот мы тут это вот изображали, да, что у нас есть сеточка такая, да, то есть мы узелок такой сети, есть у нас линия по телу, предки наши потомки, да, то есть и мы на себе, есть по душе. И вот мы такой узелок в сети. И вот такая сеть, на самом деле, да, то есть вот у нас сейчас, может быть, мы ее с ней взаимодействуем. То есть мы попытаемся ощутить единство всей этой сети. Что вся эта сеть – это тоже мы. Вы, наверное, видели такую картину когда-то. Вот дерево упало в воду. И из воды торчат только веточки отдельные. И каждая веточка вроде бы сама по себе. Но под водой они все соединены в одно. Да? В один ствол. Это общее. И вот эта вот как бы разобщенность, кажущаяся, на самом деле, это проявление только того, что у нас восприятие не дает нам вот дать вот эту общую картину. Картину единства. И вот мы сейчас на вот эту единую картину пытаемся настроиться. Настроить себя на взаимодействие сетевое. То есть мы ощущаем, что у нас есть сетевая душа. Что душа у нас, она не одинока во Вселенной, а у нас как бы множество частей этой души есть. И все это часть нас самих. Мы не теряем индивидуальности здесь, мы ее ощущаем. Но мы ощущаем вот это единство светов, да, которое мы можем с помощью зеркала Исиды, на которое мы можем настроиться. Потому что мы пытаемся через зеркало Исиды восстановить свой истинный свет.
тот, который есть у нас, и его выделить, да, то есть и выделить его не только у себя, но и другого человека, у третьего, четвертого, и наладить связь на уровне душ. Получается такой вот большой душ световой. В этом душе световом находимся и получаем вот этот вот поток световой, который к нам идет от экрана, как такой вот очищающий световой поток. С одной стороны очищающий, а с другой стороны наполняющий, потому что он наполняет нас самими собой. Мы сами себя же и наполняем собственным светом. Ну вот, давайте как бы сделаем паузу небольшую. Мы сходили навстречу с самими собой, навстречу со своей сетевой душой. Ну, потому что мы все части Бионета. Мы как бы говорят, что вот Бионет, почему он мне не помогает. Но это все равно, что спрашивать, почему ты самого себя, почему ты сам себе не помогаешь. Мы же все имеем эту связь. Мы как бы ее можем усилить, а можем ее чувствовать, можем не чувствовать, можем ее пользоваться, можем не пользоваться. Да? То есть, ну что, давайте, какие были ощущения? Кто-то смог поймать вот это вот внутреннее состояние самого себя? Ощутить вот эту любовь к самому себе, как к самому близкому человеку. Меня это всегда вот изумляет на самом деле, вот эта вот загадка, почему я себя изнутри вижу только, а всех остальных снаружи. Вот до сих пор я даже сформулировать точно не могу, но тем не менее вот она и в каком соотношении мы друг к другу находимся, где эта мера близости, которая нас объединяет. Давайте продолжим тогда. То есть это мы сходили на встречу с настоящим. Можно, конечно, пойти сейчас в прошлое, но я думаю, это вы сами. Мы как-то уже делали это упражнение, взаимодействие со своим прошлым. Давайте сейчас пойдем сразу в будущее. То есть мы в будущее сейчас пойдем, как бы попробуем самих себя спросить, а что мы хотим от этого будущего? Да, давайте опять возьмем зеркало, и теперь мы будем смотреть на себя, на свой собственный свет, который идет из будущего. И мы как бы вот в этот собственный свет заглядываем туда, к себе в глаза, и пытаемся спрашивать, а чего нам не хватает вот такого вот в настоящем? Что бы мы хотели, чтобы в этом будущем было? Чтобы это будущее каким-то образом возникло в нашей жизни. Для чего нам это будущее? Чего я хочу в этой жизни? Или не только, может быть, в этой, да, то есть как бы вот, вот, допустим, в этой у меня вот такая жизнь. А какую хочу я жизнь прожить в другой жизни? Может, у меня в жизни там другая будет, да? Мы можем же пофантазировать. Давайте пофантазируем. Какое будущее мы для себя сейчас можем увидеть. Можем увидеть любое будущее. Нафантазировать себя, какое хотите. И, может быть, оно начнет проявляться уже в этой жизни. Допустим, у нас уже есть все, что мы хотим. Что мы можем придумать в этой жизни? Вот, да, вот мы хотели там это, вот как бы ресурсов у нас сейчас, допустим, достаточно. И вот мы получили все, что мы хотели. А дальше? Все? Больше ничего не надо? И дальше ничего не будет? Но оно же есть. Душа-то знает, чего она хочет, куда она стремится и какое будущее она бы хотела себе иметь. Поэтому фантазируем светлое будущее, душевное, сетевое. Как мы там взаимодействовать будем все вместе в этом будущем? В чем будет радость встреч? Радость узнавания себя в другом. Как я могу сейчас передать вот этот вот
свет из настоящего в свое собственное будущее. Или вот по душе, или по телу, неважно, по какой линии оно туда уходит. Есть будущее близкое, да, а есть далекое будущее, а есть очень далекое будущее. Вот мы можем сначала про близкое подумать, что же мы вот можем нафантазировать такое. Вот Жюль Верн как нафантазировал там, так не прошло и 100 лет, как это все реализовалось. Ну, давайте мы нафантазируем что-нибудь для себя хорошего. Но это сложно на самом деле, да, то есть на самом деле приемы фантазирования. И мы этими приемами будем заниматься. Вот сейчас мы как раз поймем, что не так легко-то фантазировать-то. Это не такая простая задача. Так кажется, что ну что там, взял и придумал что-нибудь. Но это совсем не так. Фантазии тоже надо учиться. Ну, пока фантазируем, что мы можем, да, то есть вот что бы я хотел. Вот оно теперь у меня есть. Что будет дальше? Вот мне не надо никуда ходить, я уже денег достаточно, работать можно не работать, можно куда угодно путешествовать. Все страны объездил, уже везде побывал, где только можно, и даже где было нельзя. Мне там было запрещали, а я все равно же там побывал. Что я буду делать дальше? Я так думаю, что мы можем отправиться на машине времени. Зеркало висит, это такая машина времени. Мы на этой машине времени можем отправиться вот в это вот далекое будущее. Тоже далекое. А чем дальше будущее, тем легче мы фантазировать. Но и фантазировать можно не только себя, да, то есть можно фантазировать, а что вы там видите, что там вокруг происходит в вашем будущем. Как вас там встречают? Вы вот гость из прошлого, попали в будущее, и вас там оттуда встречают. Вы же сами себя встречаете и начинаете расспрашивать, как там в прошлом, как там, что там было хорошего, что мы хорошего из прошлого можем передать в замечательное будущее. И передаем. Свет. Свет передаем, да, вот из настоящего туда в будущее. И оно теперь становится будущее тем, что оно становится. Его, может, там и не было, да, то есть, а теперь мы туда смотрим своим светом, и это будущее начинает появляться. И в этом будущем появляетесь вы, появляются ваши потомки, ну или ваша душа. И начинает проявляться, и поэтому вы его тут сейчас прямо на глазах и делаете. Своими глазами. И своими же глазами вы на него смотрите. То есть, потому что вы творцы, да? То есть вы творите свое собственное будущее своим собственным светом, так как это делал Творец. И вот цвета каждого, да, они сливаются в общий такой световой поток, как множество биолазеров, которые таким пронизывающим потоком уходят в будущее. Каждый дополняет, у каждого своя частичка будущего. И оно начинает там выстраиваться многообразно. Потому что много образов вы туда транслируете. Вот у нас сейчас 32 образа. Это как 32 спирали ДНК. 32 спирали ДНК вы передаете в будущее будущего. Потому что уж будущего тоже должно быть будущее. И вот в этом будущем вы начинаете сплетать световые косички ДНК в единую нить жизни, которая вас всех и туда и выведет, как световой поток. Световой поток, несущий свет. Это вот и есть путь, который вы сами себе и создаете. И этот путь и будет вести туда, куда нужно, а не туда, куда вас кто-то хочет затащить. И ничто не сможет сбить с этого потока. Да, то есть он будет внутри вас, этот путь будет проходить всегда с вами. Давайте отложим зеркало
нашу волшебную машину времени, немножко омолодились, относительную свою дорогу протоптали подальше туда в будущее. Глядишь, она теперь нас выведет туда, куда нам надо, не даст пропасть поодиночке. Ну, давайте попробуем обменяться впечатлениями. Ну, какие были состояния, какие были наблюдения, что было видно в видимом мире, что было в невидимом, какие ассоциации возникали, у кого какие, да, то есть какие мысли рождались. У всех одинаково, да, то есть почему? Ну, потому что у всех души разные, да, то есть у всех разные пройденные пути определенные, поэтому какие-то есть определенные навыки взаимодействия уже существующие, да, то есть как бы поэтому у каждого как бы душевность воспринимается по-разному. У кого-то со звуком, у кого-то без звука, у кого-то со светом. Вот у Натальи Зайцевой звучало многомерное, объемное, красивое. Вот. Кто еще что добавит? Да. Ну, потому что чувство пути – это интегральное чувство, да, то есть оно объединяет все органы чувств как бы вот в некую такую информационную компоненту, когда нас ведет не отдельный какое-то вот состояние, да, то есть или вот что-то вкусненькое где-то, Ага. что-то хорошо пахнет, или вот где-то что-то там такое красивое. Вот. А когда все состояния начинают объединяться, да, то есть то тогда возникает вот это чувство пути как некая интегральная характеристика, ведущая совсем, может быть, в другом направлении, не в том, которое вот мы как бы видим и осмысливаем, да, то есть оно может совсем другое, но внутреннее состояние как бы души, оно нас все равно туда выведет. Спасибо, Наташа. Ага. Ага. Ну, вот у нас еще есть вот люди, которые могут информацию прописывать. Мы их попросим, чтобы они нам тоже, и не только как бы их личное впечатление, что как бы вот на невидимом плане происходило, потому что любая вот такая встреча наша это синтез, да, то есть синтез светов, и как всегда, как творцы, мы все равно что-то порождаем. То есть на самом деле это и качество каждого человека при своем движении за счет собственного света что-то создавать в этой жизни. Но когда мы это можем делать все вместе, это существенно эффективнее происходит. И тогда человек становится уже таким вот не одиночкой, как бы творцом, да, то есть как бы творцом, творцов, да, то есть как бы мы создаем некого творца сетевого, который уже начинает дальше вместе с нами, со всеми творить новую реальность. И мы как бы вот тем, что мы тут немножко позанимались, настроились на вот эти стратегические цели и задачи, в конечном итоге хоть как-то, но повлияем на наш мир в лучшую сторону. Ну, это не сомневаемся, и к этому будем, в общем-то, стремиться. Потому что, в общем-то, если мы сюда попали, в этот мир, и получили какой-то вот определенный ресурс в качестве собственной жизни, то хотелось бы, чтобы наша жизнь прошла не зря, и этот мир что-то хорошее получил в результате нашей жизни. Я почему эту тему поднял сегодня с зеркалом Исиды? Потому что вот Наташа Зайцева, она когда прописывала информацию по предыдущему вебинару, мы там не всю включили информацию, которую она написала, там было прописано, что как бы вот появилась связь с неким зазеркальем, да, то есть и в этом зазеркалье там есть, ну, как некий такой резервуар, некой золотой плазмы, с которой можно повзаимодействовать. Ну, думаю, раз открылась туда связь, надо нам туда и загрузиться. Поэтому вот то, как мы с зазеркальем повзаимодействовали, я надеюсь, что тот, кто может прописать какую-то информацию, просьба ее написать, вот, и обменяемся ее через чат, узнаем, что же мы там такое натворили. И что мы будем делать дальше. Потому что вот из того, что мы делали, вытекает как бы наши дальнейшие действия, какими светлицами будем дальше пользоваться. Вот. Но в конечном итоге мы потом перейдем еще как бы к некой системе вебинаров немножко другого плана. Я как бы все время грожусь об этом, чтобы мы начали выходить на какие-то конкретные цели и задачи, которые человек начинает ощущать и замечать. Как идеи. Да, то есть генерировать некие идеи для собственной жизни. Ну, не просто как бы посидели, да, то есть а вдруг раз
и что-то коллективно родили. Ну, потому что есть методы системного анализа, да, системного синтеза, которые мы можем применять и друг друга тем самым усиливать и активировать наши вот лучшие качества для того, чтобы мы могли построить не только общее что-то хорошее будущее, но и каждому тоже можно было бы более точно и правильно двигаться в нужном ему направлении. И в материальном плане, и в плане любви, и в плане каких-то других состояний и отношений. Самореализация, и самообучение и так далее. Большое спасибо. Интересная у нас прошла встреча. Будем встречаться дальше. До новых встреч. Поем песенку. Ку-ку, бай-бай. Ку-ку, бай-бай.